меня не было возможности снимать на камеру, поэтому видео не самого лучшего качества. Что имеем, то имеем. 24 февраля. Я в ахуе, блядь, это просто пиздец. Меня разбудила мама в 10 утра, я не понял, почему у меня не сработал будильник на пару. Это была самая ужасная спаловка, потому что меня мама будет и говорит: Кирилл, просыпайся, началась война. Я вижу все вот эти видосы, как в России обстреливают Украину. Люди такі сути за день свої бетонні сути, а де вже ховатись, суханути людям першу, другу сорту, а люди такі сотнями в тандемі зі своїми рисунками стріляють. Короче, сегодня какое? 6 марта. Есть вообще такая вероятность, что из-за войны мы уедем завтра. Я вот тут уже собираю шмутье. Привет, ребята. Побег из Шаушенка продолжается. Сегодня следующий день, короче. То есть у меня тревога каждые 5 минут. Я иду в коридор, в подвал, нахуй сидеть, чтобы там осколком меня не задело. И так я могу сидеть по 1,5 часа, по 2. Потом возвращаюсь сюда, к себе в комнату. Сижу 10 минут. И опять тревога. Я даже видео не могу смотреть. Я ничего не могу сделать. Поэтому снимаю влоги. Короче, этой ночью прозвенела сирена, часов 2. Я пошел в ванну, мои родители сидели в коридоре. И в итоге, блядь, я сегодня спал на стиральной машинке. Отбой сирены произошел только уже утром. Родители сказали: все, поехали. Поедем пока к бабушке, а там не знаю. Мяу. Мяу, мяу. Короче, я приехал к бабушке. Правительство попросило жителей не включать свет в квартиру, чтобы, ну, типа, не светились окна. Свет как бы хочется, да, в комнате, и вот что, как мы делаем. Там было окно, вот еще окно. Кстати, смотрите, а я тут сижу вообще-то и делаю видосы. Вот у меня тут уже целая студия, на мне вот такие наушники, вот гляньте. Вот тут у меня Настя тоже сидит в Дискорде, я записываю влог. Настя, у меня тут кровать целая блогерская. Ого! Прикольно. Ого, вот это да. Спустя несколько дней пребывания у бабушки мы все-таки собрали вещи и попробовали поехать на Польшу. Путешествие было долгое, 2 суток, поэтому покажу вам просто прикольные вырезки с путешествия. Наконец-то 1,5 часа искали заправку, в которой есть бензин. Спустя 1,5 часа нашли. Здорово, ребята. Мы в Виннице, это город на Западной Украине. Мы переночуем здесь сутки и поедем дальше в сторону Польши. В целом все шито-крыто так-то. Я до 5 утра не спал, занимался видосами, всяким монтажом, заказом, зарабатывал шекели. Готель Сафари. Ой, я прям чувствую себя влогером. Это большая разница. Блогер и влогер. Большая разница, не путаем. Мы переночевали в этом отеле и утром отправились во Львов. В общем, ребята, мы сейчас находимся под Львовом. Мы тут сняли номер в домике, сама территория просто обалденная. Но так как темно, ее я покажу уже утром. Давайте пока посмотрим эти коридоры в стиле Гарри Поттера. Еще камера 2017 года, но посмотрите, все деревянное, вообще классно. Смотрите, сколько дверей, запутаться можно. Реально, сейчас выйдет Волан-де-Морт, а Абракадабра мне закинет. Вау! Какое все деревянное. Только вот вид с балкона. Но я думал вообще-то, что вот тут прям озеро, потому что по карте тут нарисовано озеро, но оно немножко дальше. Оно находится не дальше, просто я дебил и перепутал стороны. Мой балкон смотрел в противоположную от озера направлении.
Спустя 2 часа езды мы начали подъезжать к польской границе. Там же начали появляться украинские военные, польские и польские волонтеры. Какие-то поляки говорили более разборчиво, потому что говорили медленно, какие-то поляки говорили до нереальности быстро. Там была у нас регистрация, мы получали симки, и на самом-то деле мы провели там не так уж и много времени. Пока получили симку, оформляли страховку на машину, но в общей сложности мы там провели 2 с чем-то часа. Но это недолго. В ТикТоке я видел, люди проводили там и по 20 часов. Выдали вот такую допомогу для Украины. Вспомогательные фразы. Да, нет, доброе утро, я из Украины, я не знаю. Так, привет, ребят. Очень много волонтеров со всего вообще света, итальянцев, французов. Знаете вот эту песню? Но если вы русский, вы, скорее всего, не знаете. В России запретили тиктоки про политику. Потому что русские новости врут, типа, и чтобы не было нестыковок, они подали заявку тиктоку на ограничение этих новостей. Сейчас очень популярна в мире песенка польская. Как знаете, вот это про корову. Так недавно на фоне всех этих ситуаций вышла песня про Путина. Вот и там фургончик едет, и я так понял, что это вот это слово, это ебать, типа Путина. Ну тут волонтеры нашли домик, смотрите, табличка. Для Украины. Смотрите, тут домики вообще просто чил. Представьте, а это только Польша. Какие домики где-нибудь в Америке? Это ж вообще туда ёбнешься, потому что тут все такое чистенькое, реально, не хочется мусорить. Смотрите, ребята, какой домик классный. Мы уже 3-й час пытаемся найти жилье в Польше. Очень много украинцев, не получается. Везде то занято, то слишком дорого. Можно вообще жить, конечно, в спортзале с другими беженцами, но как-то не хочется. Пытаемся найти все-таки отдельное жилье. Ну ладно, смотрите, что тем временем мы нашли Аушаун. Какой-то аналог Несквика, что ли. Шрек. Олена Зеленська. Ну, что-то это точно значит. Прикольно, это типа для тех, кто, наверное, не может позволить себе купить. Фига себе. Какое-то мяско даже. Вот это типа церковь. Тут вообще на церкви какой-то пунктик. Очень много было домиков, в котором мы проезжали, где перед ними стояли всякие статуи Иисуса. И вот это вот такая вот бумажечка, это 350 гривен. Полторы тысячи рублей. Уже потемнело, и часа 1,5 спустя мы позвонили одной из волонтерш и попросили найти жилье. Она сказала, что уже темно, давайте, знаете ли, приедете вы ко мне. И пару дней мы жили у нее дома бесплатно. Волонтеры очень сильно помогают украинцам. Только что собака на кошку набросилась. Я всегда мечтал жить за границей. И всегда в моих планах я очень богатый. Я наконец-то за границей. Но меня выгнали, по сути. Просто через силу данное тебе. Скучаю как-то по дому.